Всем доброго времени суток! Вы на канале «Ну что, свяжем?» и я Оля, мой канал об узорах крючком. Я рада приветствовать всех новичков и гостей на своем канале. Добро пожаловать! Заходите, не стесняйтесь, гуляйте по каналу, смотрите видео. Обязательно заглядывайте в плейлисты, узорчиков уже очень много. Для вашего удобства не собраны небольшие коллекции под названием плейлистов. Что-то интересное для себя вы обязательно найдете. А также не забывайте заглядывать в раздел Shorts и в раздел Сообщества. Там вы увидите большое количество уже готовых узорчиков. Если вам понравился узорчик, нажимайте на ссылку и переходите на полное видео, где я показываю, как связать, из какого материала и что в итоге получается. Отдельный привет передаю своим постоянным зрителям, подписчикам, подписчицам, мастерам, мастерицам из разных стран, разных городов, разных континентов. Спасибо большое за ваши просмотры, лайки, комментарии, за вашу поддержку. Я сегодня к вам вот с такими ниточками. Мы с ними уже работали, но давным-давно. Так, и с новым узорчиком. Итак, новички, кто еще не работал с данными ниточками, смотрите, называются они Нако Махер Деликат. Итак, ниточки получается здесь по составу 5% это махер, 10% это шерсть, 85% премиальный акрил. Идем дальше. Пока не забыла, по порядочку идем. Назову вам цвет. Цвет 1036, 1036. В принципе, на камеру передается как есть. Может быть, чуть-чуть потемнее. Дальше смотрим. Смотрите, здесь получается, нам советуют брать крючок номер 4. Ну, я данную пряжу уже вязала крючком номер 3. Я вам покажу. В моточке получается 100 грамм, в 100 граммах 500 метров. Итак, крючок у меня сегодня будет троечка. Под мою плотность вязания, под данную пряжу, то есть меня в принципе устраивает. Вы в свою очередь берете любую пряжу, какая у вас есть, не обязательно искать такую же, которую показываю я. Берете любую, зимнюю, демисезонную, летнюю пряжу. Самое главное, правильно прочитайте инструкцию, аннотацию к пряже и правильно подберите крючок под вашу плотность вязания, чтобы у вас все получилось. Ну что, свяжем? Итак, схемку к сегодняшнему узорчику я прикладываю. Схемка отличного качества, все понятно, все доступно. Плюс ко всему она еще и цветная. У вас обязательно все получится. Кто умеет работать со схемками, можете работать самостоятельно. Кто еще пока не умеет работать со схемками, повторяйте за руками, у вас обязательно все получится. Но при этом обращайте внимание на схемку. Мы с вами провяжем элемент, посмотрите, как он обозначается в схемке. Провязали, посмотрели, провязали, посмотрели. Так вы незаметно для себя научитесь работать со схемками, и в дальнейшем любая схемка вам будет не проблема. Итак, смотрите, раппорт сегодняшнего узорчика равняется 18 петелек. Давайте я наберу, например, 2 раппорта. Это будет уже 36 воздушных петелек и одну петельку дополнительно, чтобы узорчик красиво ровно закончился. Итого я буду набирать 37 воздушных петелек, ну а вы сколько вам необходимо. Итак, в начале все как всегда. Мы делаем петельку фиксации, и при наборе петелек мы данную петельку не считаем. Теперь я набираю 37 воздушных петелек. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 и 37. Вот мой будущий образец. Далее смотрите, как и у многих узорчиках, да, мы сделаем с новичками вспомогательный ряд, чтобы не запутаться в воздушных петельках. Вспомогательный ряд будет состоять из столбиков с накидом. В столбиках мы точно не запутаемся. Итак, для начала 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Отсчитываем от крючка 5-ю петельку. 1, 2, 3, 4, 5. Накид в 5-ю петельку. Аккуратненько нырнули. Сейчас я заберу 2 петельки вот так вот. Вытянули ниточку и провязали по 2 петельки. 2, 2. Это столбик с накидом. Накид по порядку в следующую петельку цепочки нырнули, вытянули ниточку и провязали по 2 петельки, столбик с накидом. И наша с вами задача пройти вот так вот в каждую петельку цепочки и провязать столбик с накидом. То есть это немножечко монотонно, медленно, но зато в дальнейшем это вам облегчит немножечко работу с воздушными петельками. Опытные мастера, конечно, могут приступать сразу же к узорчику. Итак, главная задача здесь. Количество столбиков по итогу должно быть ровно столько, сколько набрали петелек в цепочке.
Я набрала 37 воздушных петелек, значит, у меня будет 37 столбиков. Заметьте, вот эти вот первые 3 петельки подъема – это имитация столбика. С накидом считаем за столбик. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 столбиков я уже провязала. Давайте вот так вот до конца ряда, так, самостоятельно. И в конце ряда встретимся. Несложно у вас получится. Давайте. Так, смотрите, вот мы провязали наши столбики все ровненько, аккуратненько. Теперь приступаем к узорчику. Итак, для начала 1 воздушная петелька подъема, поворот. Сюда же в верхушку этого же столбика провязываем столбик без накида. Есть. По порядку идем в следующий столбик, провязываем еще 1 столбик без накида, это уже второй наш столбик. И в следующий по порядку столбик без накида. 3 столбика без накида. Дальше, смотрите, делаем 2 воздушные петельки. 1, 2. При этом пропускаем только лишь 1 столбик. Так? В следующий столбик мы провязываем столбик без накида. Есть. Теперь, смотрите, мы делаем 2 накида. 1, 2. При этом мы в наших столбиках пропускаем 4 столбика. Считаем по порядку. 1, 2, 3, 4. В 5 нырнули, вытянули ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2, 2. Это получается у нас столбик с 2 накидами. Такой вот высокий. Воздушная петелька. Опять 2 накида. Сюда же верхушку этого же столбика провязываем второй такой же столбик с 2 накидами. По 2 петельки. Есть. Воздушная петелька. Сюда же 2 накида. Третий такой же столбик с 2 накидами. Есть. Опять воздушная петелька, 2 накида, сюда же 4 столбик с 2 накидами, воздушная петелька, 2 накида, сюда же 5, все столбики с 2 накидами, воздушная петелька, 2 накида, сюда же 6, воздушная петелька, 2 накида и сюда же 7 столбик с 2 накидами. У нас сформировался вот такой вот высокий, видите, большой такой веерочек. Дальше мы пропускаем с вами 4 столбика, по порядочку идем 1, 2, 3, 4, в 5 нырнули и провязали столбик без накида. Вот у нас получилось по итогу. Дальше 2 воздушные петельки, 1, 2. В столбиках пропускаем всего лишь только 1 столбик. И в следующий столбик провязываем столбик без накида, считаем 1. По порядку в следующий столбик столбик без накида 2. По порядку столбик без накида 3. Следующий 4. И следующий 5. Вот. Получается, здесь у нас 5 столбиков, а здесь мы провязали в начале ряда только лишь 3 столбика. Половинку, да? И дальше получается 5 повторений идет. Опять провязываем 2 воздушные петельки. 1, 2. В столбиках пропускаем 1 столбик. И следующий столбик столбик без накида. Есть. Теперь опять делаем 2 накида. Пропускаем 4 столбика. 1, 2, 3, 4. В 5 провязываем столбик с 2 накидами по 2 петельки. Есть. Воздушная петелька, опять 2 накида, сюда же провязываем второй такой же столбик с 2 накидами, воздушная петелька, сюда же 3, воздушная петелька, сюда же 4. Если вам быстро, можете нажать на паузу, либо сделать в настройках скорость, которая вам будет комфортная. Воздушная петелька, 2 накида, сюда же 5 столбик, воздушная петелька, 2 накида, сюда же 6, воздушная петелька, 2 накида, сюда же 7. 7 столбиков с 2 накидами, между ними по 1 воздушной петельке. Еще один вот такой вот веерочек. Дальше пропускаем точно так же 4 столбика. 1, 2, 3, 4. И в 5 столбик столбик без накида. 2 воздушные петельки. 1, 2. Здесь пропускаем 1 столбик. И вот следующий по порядку столбик. Столбик без накида считаем 1. По порядку следующий столбик без накида 2.
И там, где у нас были 3 петельки подъема в предыдущем ряду, в третью петельку подъема аккуратненько вот так вот ныряем и провязываем последний столбик без накида, считаем 3. То есть мы закончили, начали ряд одинаково. Вот мы с вами вместе провязали первый ряд. Не сложно? Не сложно. Идем дальше. Итак, для начала воздушная петелька, поворот. Сюда же в верхушку этого столбика провязываем столбик без накида. И верхушку по порядку следующего столбика тоже нырнули, провязали столбик без накида. Теперь 2 воздушные петельки. 1, 2. И мы сейчас будем работать с арочками между нашими столбиками. Вот арочка. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Поняли, да? Мы шагаем по арочкам. Итак, смотрите. Сделали накид, нырнули в арочку, вытянули ниточку, провязали столбик с накидом 1. Сюда же точно так же столбик с накидом 2. Столбик с накидом 3. Сюда же 4 и 5. Теперь петельку вот так вот подтягиваем, крючок убираем. Сами возвращаемся вот к нашему первому столбику, который мы провязывали, беремся за его верхушку. Теперь захватываем петельку, которую мы оставили, ниточку подтягиваем и протягиваем эту петельку через первый столбик. Оп, аккуратненько. У нас с вами получается, ну, как бы такой вот бочоночек, называется попкорн. Дальше 2 воздушные петельки. 1, 2. Точно так же шагаем в следующую, получается, нашу арочку. Будем провязывать точно так же. 5 столбиков с накидом. 1, сюда же 2, сюда же 3, сюда же 4 и 5. Подтянули петельку, сами вернулись к первому столбику. Беремся за верхушку первого столбика, потом опять эту петельку, ниточку подтягиваем, чтобы нам было удобнее, и протягиваем петельку через первый столбик. Еще один попкорн. Дальше 2 воздушные петельки. 1, 2. Точно так же идем в следующую арочку и точно так же провязываем наши столбики. 1, 2, 3, 4, 5. Подтягиваем петельку, сами возвращаемся к первому столбику. Беремся за верхушечку, потом за петельку, ниточку подтягиваем и протягиваем через первый столбик. Вот, у нас уже 3 попкорна. Опять 2 воздушные петельки. Идем в следующий, получается, арочку и провязываем точно так же. 1, первый столбик с накидом, 2, 3, 4 и 5. Петельку подтянули, сами вернулись к первому столбику. Взялись за верхушечку, потом в петельку. Ниточку подтянули и протягиваем петельку через первый столбик. У нас уже 4 попкорна. 2 воздушные петельки. Осталось у нас вот 2 арочки. 1, 2. Итак, опять 5 столбиков с накидом провяжем вместе. 1, 2, 3, 4, 5. Ниточку подтянули, сами вернулись к первому столбику, захватили вот эту петельку и протянули через первый столбик. Опять 2 воздушные петельки и последний наш попкорн. Последняя такая шишечка, последний бочоночек. 1 столбик с накидом, 2, 3, 4 и 5. Опять подтянули ниточку, петельку, сами вернулись к первому столбику, захватили петельку и протянули через первый столбик. Вот что у нас по итогу получилось. Видите, такой вот был веерочек, из него получилось 6 вот таких вот интересных бочоночков попкорнов. Дальше 2 воздушные петельки. 1, 2. Помните, у нас здесь было с вами, получается, 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Так вот, первый и последний мы пропускаем, не провязываем. Первый пропустили, начинаем со второго. Столбик без накида. 1,
по порядку следующий столбик без накида 2 и следующий столбик без накида 3. Последний столбик мы не провязываем. Дальше 2 воздушные петельки и опять начинаете провязывать вот в нашу арочку первую столбики с накидом в количестве 5 штук, и из них формируете вот такой вот попкорн, бочоночек. Поняли, да? Все, давайте вы сделайте над данным веерочком попкорн самостоятельно, а здесь в конце ряда я вас встречу. Договорились? Несложно у вас получится. Давайте. Так, смотрите, вот мы провязали над нашим вторым веерочком попкорны. Вот что у нас по итогу получается и как мы заканчиваем ряд. После последнего попкорна мы делаем 2 воздушные петельки. Раз, два. Помним, что мы в прошлом ряду вначале делали 3 столбика без накида. Первый мы пропускаем, начинаем со второго. Столбик без накида раз. И в самый последний столбик без накида 2. Все, наш ряд закончен. Дальше что мы делаем? 4 петельки подъема. Раз, два, 3, 4. Поворот. Теперь 1 воздушная петелька по узорчику. Итого получается у нас здесь 5 воздушных петелек. Теперь делаем 2 накида. Возвращаемся вот к нашему, получается, первому вот этому столбику, откуда шли воздушные петельки. И в этот столбик провязываем столбик с 2 накидами. По 2 петельки. 2, 2, 2. Дальше воздушная петелька. Опять 2 накида. Сюда же провязываем еще 1 столбик с 2 накидами. По 2 петельки. Воздушная петелька, 2 накида, сюда еще столбик с 2 накидами. Итого получается у нас здесь 3 столбика с 2 накидами и 1 получается столбик. Смотрите, это имитация, видите? Получается 4 воздушные петельки. Дальше что мы делаем? Переключаемся вот на наш веерочек, на наши попкорны. Вот, смотрите, первый попкорн. Так, вот он, первый попкорн. И вот эта вот арочка из 2 воздушных петелек. Мы в эту арочку нырнули и провязали столбик без накида. Есть. Дальше 2 воздушные петельки. Раз, два. Перепрыгиваем наш попкорн и в следующую арочку, получается, провязываем столбик без накида. Так, вторую арочку столбик без накида. Считаем раз. Теперь смотрите, за верхушечку попкорна провязываем 2 столбик без накида. Дальше в центр арочки 3 столбик без накида. В следующий попкорн, верхушечку, получается, берем 4 столбик без накида. И в следующую арочку 5. То есть мы таким образом с вами провязали 5 столбиков без накида. Теперь 2 воздушные петельки. И между вот последними 2 попкорнами, вот в эту арочку, мы провязываем столбик без накида. Теперь делаем 2 накида. И вот там, где у нас были 3 столбика без накида, в центральный столбик мы с вами провязываем вот точно такой же большой веерочек. Итак, первый столбик с 2 накидами. Воздушная петелька, 2 накида сюда же. Второй столбик с 2 накидами, воздушная петелька. Сюда же. Третий столбик с 2 накидами. Воздушная петелька. Сюда же 4 столбик с 2 накидами. Воздушная петелька. Сюда же 5 столбик с 2 накидами. Воздушная петелька. 6 воздушная петелька и 7. И у нас появился еще один вот такой вот большой высокий веерочек, как вот в первом ряду, помните, у нас был. Присоединяем, получается, данный веерочек. Опять смотрим по нашим попкорнам. Между первым и вторым попкорном вот в эту арочку столбик без накида. Дальше 2 воздушные петельки. Раз, два. Переключаемся на следующую арочку. Между вторым и третьим попкорном столбик без накида. Считаем раз. В попкорн верхушечку столбик без накида 2. В арочку столбик без накида 3. В попкорн столбик без накида 4. И в арочку столбик без накида 5. Угу. То есть мы повторяем самый первый ряд, просто у нас смещен в шахматном порядке. Ну и вот такая вот особенность провязывания. Дальше 2 воздушные петельки. Между первым и вторым попкорном арочка. В нее тоже столбик без накида. Теперь
2 накида, и вот в наш последний столбик без накида провязываем половинку нашего веерочка. Столбик с 2 накидами считаем 1, воздушная петелька, сюда же столбик с 2 накидами 2, воздушная петелька, столбик с 2 накидами 3, воздушная петелька и столбик с 2 накидами 4. Все, пол веерочка. Мы начали наш ряд, здесь было пол веерочка, и закончили пол веерочка. Надеюсь, у вас также. Идем дальше. Итак, для начала делаем 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. 1 воздушная петелька по узорчику. И мы помним с вами, что здесь вот над нашими, получается, столбиками мы провязывали бочоночки, да, в арочки. Здесь будет все то же самое. Накид. Вот наша первая арочка, провязываем бочоночек. Повторяем. Столбик с накидом 1, сюда же столбик с накидом 2, столбик с накидом 3, столбик с накидом 4 и сюда же 5. Вытянули петельку. Возвращаемся вот к первому, не там, где 3 петельки подъема, а вот именно первый столбик. Беремся за верхушечку, капельку нашу подтягиваем и провязываем через первый столбик. 2 воздушные петельки. Дальше в следующий, получается, арочку точно так же провязываем наш попкорн. 1 столбик с накидом, 2, сюда же 3, 4, 5. Подтянули капельку нашу петельку, вернулись к первому столбику и захватили петельку, протянули через первый столбик. 2 воздушные петельки, 1, 2. У нас остается еще одна арочка. Точно так же в нее 1 столбик с накидом, 2, 3, 4, 5. Провязываю быстро, потому что мы с вами уже умеем вязать данный попкорн. Правильно? Итак, первый столбик, петелька, подтянули, протянули. Все. У нас здесь получается 3 арочки и 3 попкорна. Дальше идем. 2 воздушные петельки. 1, 2. Переключаемся вот на наши 5 столбиков, которые мы с вами провязывали. И наша с вами задача, получается, первый столбик мы пропускаем, начинаем провязывать непосредственно со второго столбика. Итак, столбик без накида 1 по порядку, столбик без накида 2 по порядку, столбик без накида 3 по порядку. Последний столбик мы не трогаем. Опять 2 воздушные петельки и переключаемся вот на наш большой веерочек. Наша с вами задача провязать точно так же все 6 попкорнов. Я думаю, что вы справитесь. В каждую арочку по попкорну. Поняли, да? Здесь получается самостоятельно точно так же провяжите 3 столбика без накида во второй, в третий, в четвертый столбики. И здесь, получается, переключаетесь, сделайте всего лишь только 3 попкорна. Справитесь? Схемка перед вами, очень все понятно, доступно. Как взять попкорн мы уже знаем. Как переключаться мы тоже знаем. Все, давайте самостоятельно до конца ряда. И в конце ряда я вас встречу. У вас получится. Давайте. Так, смотрите, что у нас получается. Вот половинка нашего веерочка, да. Тут буквально получается 3 наши попкорна. Полноценный веерочек вы самостоятельно провязали. Здесь у нас 6 попкорнов. И еще половинка получается веерочка. Тут всего лишь 3 попкорна. Как мы заканчиваем ряд? После последнего попкорна вы делаете 1 воздушную петельку, так, накид. И там, где у нас были, получается, 4 петельки подъема, 4 петельку, 1, 2, 3, 4, мы в 4 петельку провязываем столбик с накидом. И наш ряд на этом закончен. Дальше воздушная петелька, поворот. Сюда же верхушку этого столбика провязываем столбик без накида. Так. И получается в арочку вот эту одну воздушной петельки столбик без накида провяжем. И вот следующую арочку столбик без накида. Теперь 2 воздушные петельки. Там, где у нас получается между 2 пышными столбиками, с пышными 2 попкорнами, такая вот арочка, мы сюда тоже делаем столбик без накида. Теперь 2 накида и переключаемся точно так же. Там, где у нас 3 столбика, 1, 2, 3,
мы в центральный столбик начинаем провязывать наш большой веерочек, состоящий из 7 столбиков с 2 накидами. Поняли, да? То есть получается, сам по себе узорчик состоит всего лишь из 2 рядов. Мы, получается, в первом ряду делаем веерочки, во втором ряду мы делаем попкорн. Потом смещаемся в шахматном порядке. В первом ряду веерочки, во втором попкорн. Потом возвращаемся в исходное положение, опять веерочки, попкорн. То есть сам по себе вертикальный раппорт узорчика у нас состоит из 4 рядов. Получается 1, 2 и следующий 3, 4. Потом вернулись опять. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Но при этом вы повторяете всего лишь 2 ряда. Поняли, да? То есть дальше вы провязываете точь-в-точь, как мы провязывали вот наш самый первый ряд. Возвращаетесь попкорном. Потом сместитесь в шахматном порядке. И точно так же, как провязывали третий ряд, провязывайте, потом четвертый. Все, ничего сложного. Давайте увеличим наш образец на несколько рядочков, посмотрим, что в итоге получится. Но уже понятно, что оригинально, симпатично. Встречаемся через несколько рядочков. Давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Вот что по итогу получается. Как вам? Вот такие вот интересные как бы волны, да, как правильно их назвать, веерочки получается. Объемные с этой стороны. С этой стороны, естественно, объема нет, поэтому узорчик у нас будет односторонний. Но смотрите, как все ровненько, аккуратненько, не стыдно показать, да? Вот. А с этой стороны, получается, за счет попкорна узорчик приобретает вот такой объем. Как вам? Угу. Из моих ниточек вот так вот тянется узорчик, и вот так вот чуть-чуть совсем тянется узорчик. Из ваших ниточек может тянуться больше, может тянуться меньше, то есть пробуйте, вяжите, экспериментируйте. Не забывайте о том, что веерочки можно перевернуть. Возможно, ваше изделие будет такое, что веерочки будут смотреть вниз, и так будет намного, возможно, эффектнее, и либо наверх. Не забывайте, что вот эти вот попкорн, да, вот эти вот элементы вы можете провязывать из большего количества столбиков. Не 5, а может быть 7, 10 и так далее. Конечно, попкорн будет выглядеть намного больше, намного эффектнее, намного объемнее, но и пряжа скушает побольше. Угу. Давайте замерим сегодняшнюю красоту. Получается, набирала я 37 воздушных петелек. Если моя плотность вязания, мой крючок, моя пряжа, то у меня это получается вот 18 сантиметров. У вас может быть, конечно, больше, может быть меньше, в зависимости от пряжи, от крючка, от плотности вязания. И здесь, смотрите, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. То есть получается 10 рядочков, и с новичками мы провязывали еще 11 ряд. Давайте за самую верхнюю, так скажем, точку померяем. Это получается вот 12 сантиметров. Ну и за самую нижнюю точку, да, у нас же получается такие как бы волны, получается вот 10 сантиметров. Вот такая вот красота получается. Вяжется, конечно, легко, потому что запоминается очень быстро. Вот. Единственное, что когда вы будете вязать, узорчик у вас будет выглядеть такой немножко скукоженным. Не переживайте, влажно-тепловая обработка, и узорчик расцветет. Из гладкого утенка превратится в вот такого красивого лебедя. Угу. Надеюсь, сегодняшнее видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки. Обязательно подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал. Очень много зрителей смотрят видео, но не подписываются. Подписывайтесь заранее. Спасибо большое. А также нажимайте на колокольчик. Вам будут приходить уведомления о новинках на канале. Делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях. Сохраняйте себе в плейлисты. И обязательно пишите комментарии, потому что комментарии помогают продвижению моего канала. Заранее тоже спасибо вам большое. Ну что ж, всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.